У меня уже есть маленькая заготовочка из полиэфирного шнура «Карамель». Это шнур 5 мм от пряжи «Центр», который я обычно вяжу крючком номер 5. Заготовка у меня состоит из 5 рядов, связана по схеме идеального круга. И, как всегда, ссылочку на схему идеального круга вы найдете вот здесь, если вы еще не вяжете идеальные круги. Первый ряд этого узора я начну с обычных столбиков без накида. Итак, делаю сначала накид на крючок, затем вставляю крючок в косичку, в перемычку, довольно-таки традиционный подъем, подхватываю рабочую нитку, 2 петли на крючке провязываю вместе и делаю еще воздушную петлю для завершения этого первого столбика. Данный элемент, я не знаю, некоторые называют его хитрый столбик, я вот называю его первый подъемный столбик с накидом. Он выглядит точно так же, как все остальные столбики, но при этом является первым подъемным и вяжется чуть-чуть по-другому. Дальше вяжу столбики с накидом, по одному столбику с накидом в каждую точку предыдущего ряда, в косичку, в перемычку. Видите, здесь у каждой петли есть задняя перемычка и есть косичка. Таким образом я поднимаю стеночки на первый ряд. Вяжу так до конца ряда. В конце сделаю бесшовное соединение. Последняя петля в этом ряду приходится в соединение. Я использую узелковое соединение при вязании донышка. Провязываю ее и дальше делаю соединение первого ряда. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Не путайте ее с вот этой косичкой, иначе у вас изменится и рисунок, и число петель. Вот она, первая горизонтальная петля. Вот эта косичка — это воздушная петля от хитрого столбика. Подхватываю открытую петлю, вывожу ее наизнанку, делаю петлю побольше и накидываю ее на корзиночку. Затягиваю петлю в 2 движения для того, чтобы сделать плоский узел. Ну и дальше я перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд будет вязаться из самых обычных столбиков без накида. Смотрите, число петель в этом круге для этого узора должно быть четным. Пока на первых 2 рядах это не играет роли, но вот на 3-м ряду, когда у нас начнется сам узор, это будет очень важно. Вставляю крючок вот под эту петлю. Видите, соединение. 1 петля, 2 петля. Под нее вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю, которая играет роль подъемной петли и первого столбика без накида в этом ряду. В следующую точку снова подхватываю нитку, снова делаю столбик без накида. По одному столбику без накида в каждую точку до конца ряда. А в конце ряда опять мы делаем бесшовное соединение. Провязываю последние петли в этом ряду. 1 и 2. И снова делаю бесшовное соединение. Снова вытаскиваю петлю побольше. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, вот она. И дальше подхватываю открытую петлю, накидываю петлю на корзиночку, затягиваю. В 2 движения, чтобы получить плоский узелочек. Вот так. Ну и смотрите, дальше перехожу уже к вязанию самого узора. Делаю первую петлю, первый хитрый столбик. Сначала делаю накид на крючке, затем вставляю крючок в петельку, следующую за соединением. Вот оно, соединение, и вот сюда я вставляю крючок, вот под эту петельку. 2 петли на крючке провязываю вместе, завершаю хитрый столбик воздушной петлей. А вот дальше я буду делать столбик
от этого узора. Снова делаю накид и смотрите, вставляю крючок, делаю рельефный столбик. Вот куда я вставляю крючок. Вот у меня есть столбик под моим хитрым столбиком, и в следующий столбик я делаю рельефный. То есть завожу с одной стороны и вывожу с другой. Подхватываю рабочую нитку и вытаскиваю. Причем я не стесняюсь, я вытаскиваю практически на длину моего столбика, на длину, как бы вот этого первого хитрого столбика, так, чтобы он не стянул это изделие. И дальше я просто доделываю, вяжу, как обычно я вяжу столбик с накидом. То есть сначала 2 петли вместе и 2 оставшихся петли опять вместе. Ну и продолжаю так чередовать до конца ряда. Обычный столбик с накидом. То есть следующую точку, вот я смотрю, у меня идет следующий столбик с накидом предыдущего ряда. Над ним столбик без накида. И вот в него я делаю обычный столбик с накидом. Вот так. Опять делаю накид. И в следующую точку я делаю рельефный столбик с накидом. И вытаскиваю побольше. И доделываю этот столбик с накидом. Опять обычный. То есть фактически в третьем ряду узор состоит из 2 петель. Именно поэтому нам и нужно четное количество петель, чтобы в конце прийти к вот этому столбику. Чтобы у нас не было 2 одинаковых петель подряд. И рельефный. И вытаскиваю его. Вяжу так, чередую столбик с накидом, рельефный столбик с накидом до конца ряда, а в конце делаю бесшовное соединение. Довязываю 3-й ряд, 2 последних петли, обычный столбик с накидом и рельефный столбик с накидом. Вот сюда. И дальше опять делаю бесшовное соединение. Точно так же, как я делала на предыдущих рядах. Нахожу первый горизонтальный столбик. Вот здесь вот точно его не путайте. С вот этой петлей. Это воздушная петля от хитрого столбика. Это не то, что нам нужно. Вытаскиваю петлю побольше. И вот сюда, вот он, первый горизонтальный столбик. Вставляю крючок. Подхватываю рабочую петлю. Вывожу ее наизнанку, делаю ее подлиннее и накидываю петлю на корзиночку. Затягиваю петлю в 2 движения. Третий ряд готов. 4-й ряд будет вязаться обычными столбиками без накида. Вот у меня есть соединение. Вот одна петля. И вставляю крючок под 2-ю петлю от соединения. Подхватываю рабочую нить. Делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Следующую точку столбик без накида. Вяжу по одному столбику без накида в каждую точку до конца ряда. В конце ряда делаю соединение. Опять вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю открытую петлю и накидываю ее на корзиночку. Вот так. Ну и дальше я опять повторяю вот этот ряд из столбика с накидом и рельефного столбика, только делаю его в шахматном порядке относительно предыдущего такого же ряда.
делаю накид, вставляю крючок в столбик над рельефным столбиком. Подхватываю рабочую нитку, 2 петли вместе, завершаю подъемный столбик воздушной петлей, а дальше делаю рельефный столбик. Опять накид и крючок вот под обычный столбик предыдущего ряда. Подхватываю рабочую нить, вывожу и доделываю рельефный столбик. Опять накид, обычный столбик. И дальше накид, рельефный столбик. Вот так. Вывожу. И чередую так до конца ряда. В конце делаю бесшовное соединение. Ну и фактически этот узор будет состоять из этих 2 рядов. Следующий ряд — это ряд столбики без накида. А затем идет ряд из столбиков с накидом и рельефного столбика. Только не забывайте их чередовать в шахматном порядке относительно друг друга. И вот такой узорчик получился у меня. Давайте посмотрим на его изнаночную сторону. Вот здесь по изнанке видно, где проходят соединения. И вот так выглядит стык. Он проходит, по-моему, вот так по диагонали с лицевой стороны. Мне кажется, этот узор будет очень хорошо смотреться на различных сумочках. Он немножко мягче, чем, допустим, галочки или столбики без накида. И на каких-то таких вот сумочках, которые должны как бы форму держать, но в то же время не быть особо жесткими, он будет очень неплохо смотреться. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить ему большой палец вверх. Пишите свои комментарии, если что-то было непонятно. Пока-пока!